Всем привет! Вы на канале Пара Спиц, и с вами Тоня Февралева. Сегодня будем вязать эко-сумку шопер из вот такого вот джута. Вот смотрите характеристики. Это стопроцентный джут, пряжа для ручного вязания и макраме. Таких клубочков нам понадобится 2,5. Покупайте 3 сразу, чтобы не прогадать. Также нам нужны спицы. Спицы у нас номер 3, 25. 3 миллиметра и 25. Кожаная бирочка нам понадобится для украшения. И крючок. Итак, давайте вязать. Набираем 121 петлю. Набрали. Все выравниваем ровненько. Теперь, чтобы замкнуть круг, мы снимаем первую петельку и на нее накидываем последнюю петельку. И возвращаем петельку назад. Теперь в этом месте мы повесим маркер, и это будет у нас начало и конец круга. Теперь вяжем один круг лицевыми петлями. Довязали до маркера. Второй ряд вяжем по схеме 2 петли вместе, накид, и так до конца ряда. 2 петли вместе, накид, накид и последние 2 петельки нашего круга. 2 вместе и накид, заканчиваю накидом. Теперь следующий круг мы вяжем все петли лицевые, полностью весь круг. Накиды тоже все лицевыми провязываем. Доходим до нашего маркера, провязываем, перекидываем маркер. Следующий 4-й ряд мы вяжем так: накид, 2 вместе, и так до конца ряда. Накид, 2 вместе. Заканчиваю, делаю накид и 2 вместе. Все, перекидываю. Не наделайте лишних петель. То есть, если мы вначале начинали с накида, значит заканчиваем мы 2 вместе. Если вначале начинаем 2 вместе, то заканчиваем накидом. Сейчас я провязала 2 вместе и перекидываю наш маркер. Итак, мы провязываем на высоту 36 сантиметров по схеме. Первый ряд лицевой, второй ряд 2 вместе накид, так до конца ряда, третий ряд лицевой и четвертый ряд накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, и так до конца ряда. Итак, вот эти 4 ряда постоянно вяжите, и пока у вас не получится 36 сантиметров в высоту. Вот я связала 36 сантиметров полотна. Теперь я закончила, то есть связала, последний у меня ряд был накид, 2 вместе, и потом я еще провязала лицевой ряд. Теперь я провяжу ряд изнаночный, вяжу ряд изнаночный, закончила изнаночный ряд, круг. Дальше вяжу лицевой круг, ряд, заканчиваю лицевой ряд, перекидываю маркер и еще один ряд провязываю изнаночными все петли. Снова лицевой ряд, закончила лицевой, перекидываю маркер, вяжу еще изнаночный ряд, заканчиваю изнаночный ряд, перекидываю маркер и последний ряд провязываю лицевыми. Провязываю последние 2 петельки, перекидываю маркер. Дальше я вяжу 15 петель после маркера изнаночными. 1, 2 и 15 петель.
провязала изнаночными. Затем я, провязывая по 2 вместе изнаночной, закрываю 30 петель. Одну петельку закрыла, вернула, вторую петельку закрыла, вернула. Сильно туго не закрывайте, не натягивайте. Я закрыла 30 петель. Дальше я вяжу вместе вот с этой петелькой, которая осталась, 30 петель, то есть 1 изнаночными, 2, 3, 29, 30. Дальше я снова закрываю 30 петель, провязывая вместе изнаночные. Раз, возвращаю, 2, 29 и 30. Теперь оставшиеся 14 петель, 15 вместе с этой, я провязываю до маркера изнаночными. Перекидываю маркер, вяжу лицевыми петлями до вот этого места, где мы закрыли. Все петли вяжу лицевыми. Довязала. Теперь я наберу 90 петель. Набираю простыми скрещенными накидами. Раз, 2, 3, 90. Все ровненько. Проверьте, чтобы все не перекручено было, чтобы все у нас краешки были ровненькие. Дальше возвращаемся к нашим петлям и до следующего убавления вяжем лицевые. Первую петельку потуже затяните, чтобы вот здесь вот переход был потуже. И вяжем все лицевые до следующего места закрытых петель. Довязали до закрытых петель и снова набираем 90 петель перекрещенными накидами. Раз, 2, 89, 90. Все проверили, что все ровненько. И до маркера вяжем лицевыми. Снова туго первую петельку затягиваем, чтобы здесь все у нас соединилось ровненько. Довязали до маркера, перекинули. И теперь полностью весь круг провязываем изнаночными вместе с новыми петлями, которые мы набрали. Все провязываем изнаночными. Дальше снова ряд лицевой, полностью весь. Закончили лицевой ряд, следующий ряд у нас еще один изнаночный. Весь ряд вяжем изнаночные петли. Довязали изнаночный ряд, перекидываем маркер и полностью весь круг вяжем лицевыми. Дальше снова изнаночный ряд. Все петли провязываем изнаночными, весь круг. Довязали изнаночные и еще один ряд лицевыми. Это последний лицевой ряд. Дошли наконец-то до конца. Убираем наш маркер. Теперь нам осталось закрыть все петли. Мы их будем закрывать, провязывая вместе по 2 изнаночные. Вернули. Снова изнаночные провязали. Смотрите, чтобы было не туго и не слабо. То есть проверяйте этот момент обязательно, чтобы ручки красиво у нас выглядели. И наконец-то последняя петля. Закрыли. Ниточку обрезали.
Теперь нам нужно эту ниточку спрятать. Сначала я ее соединяю вот с этим рядом. Видите, у меня получится ровненько и ничего не видно. И теперь я ее спрячу просто внутри, в разных местах. Обрезаю, выворачиваю наизнанку. Я вывернула, и мне теперь нужно соединить низ, прошить или провязать. Вы можете соединить иголочкой с большим ушком, тоже вот такой вот ниточкой обязательно, либо крючком. Я буду делать крючком. Делаю петлю. Понять, где сшивать, вот легко. Вот у нас хвостик, где мы начинали вязать. То есть вот мы прям вот за этот хвостик и вот так вот начинаем до конца, проходим крючком. Я прям в самое начало крючок, чтобы прям не было никаких дырочек внизу. Захватываю ниточку и еще один столбик без накида провязываю. И теперь прихватываю по петелькам, по стеночкам и вот так вот провязываю. И вот у меня последняя петелька. И все, ура, я закончила. Обрезаю ниточку. Достаю. И теперь мне осталось спрятать вот эти вот хвостики. Я их спрячу прямо вот сюда, в этот шов. Также я поступлю и вот с этими ниточками. Выворачиваем. Все, у нас низ теперь очень прочный. Теперь хоть картошку мешками носи, ничего ему не будет. Наш шопер готов. Теперь нам его нужно постирать, чтобы он стал мягкий и приятный. Как стирать, смотрите на этикетке. Вот смотрите, у меня тут написано, что ручная стирка при температуре 30 градусов, и я могу еще отпарить на минимальной температуре. Шампунь какой-нибудь, либо жидкое мыло. Стираем руками в тазике, температура 30 градусов, и можно немножечко еще и отпарить. И она будет тогда у нас мягкая. Я постирала свой шопер просто в обычном мыле и отпарила его. Он достаточно такой теперь мягкий, приятный на ощупь. Добавила еще бирочку кожаную вот с краешку сбоку. И теперь буду всю жизнь носить эту сумочку. Ничего с ней не будет. Она очень плотная, прочная,
поэтому до конца жизни мне ее хватит. Надеюсь, вы связали себе такой же шопер или свяжете. Буду рада быть вам полезной. До новых встреч. Еще будет впереди сумки. Очень много сумок я задумала. Так что оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайк, пишите в комментариях, какая я молодец, какие я классные вещи вам тут вяжу. С вами была Тоня Февралева. Всем пока!